Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, что не так с современными женщинами. Вот как-то вот уровень женщин сейчас настолько не снизился, что он скоро достигнет какого-то предела. Я как сама женщина, мне обидно, что сейчас происходит. И мужчины не желают таких женщин, о которых я сегодня буду говорить, но при этом женщины живут как будто в параллельной вселенной и совершенно этого не понимают, развивают свое не женское начало, не женскую природу, а мужские качества. И сегодня также поговорю о газлайтинге и абьюзе, вот таких популярных словах. И можно часто услышать, что страдают женщины по отношению к себе со стороны мужчин, но при этом, если разобраться, как сейчас ведет себя женщина современная с мужчиной, а вот он газлайтинг налицо, когда женщина полностью обесценивает, продавливает мужчину, когда она творит то, что она хочет, и если сделает что-то мужчина, все будет плохо, вот что бы он ни сделал. И при этом, конечно, она и не слушается мужчину и так далее. В общем, сегодня буду об этом говорить, как говорил мыслитель Цицерон, о темпора, о морос, о времена, о нравы. Практически у любого человека есть потребность в создании прочных и близких отношений. Это можно назвать еще привязанностью, когда человек привязывается к родителям, друзьям, какому-то сообществу или что-то еще. И вот когда маленький ребенок рождается, то первые, кто открывает этот мир, такая начальная точка, это, конечно, родители. И поэтому ребенок очень привязан к родителям, и со временем, когда ребенок начинает познавать этот мир и уже растет и взрослеет, все равно вот эта привязанность к чему-то, она остается, желание вот этой привязанности. Поэтому считается, что любовь или отношения между полами — это такой вот безошибочный эволюционный механизм, который позволяет выживать человеческому виду. Ну а сейчас опровергаются такие духовные, природные законы, которые, по сути, всегда были и закладываются нам с самого детства, просто вот как-то даже инстинктивно. И навязывается женщине, что, например, семья — это ненадежно, что на мужчин нельзя положиться, что они все похотливые животные. И когда вот, например, на это я каким-то женщинам, от которых это слышала, говорила, что, вы знаете, мужчина-то есть поболее духовный и хотят видеть в своей спутнице внутреннее наполнение, это очень важно. И от мужчин я могу услышать, что современные женщины сейчас, они не настоящие, и они живут и притворяются. Она притворяется, что она хорошая, она притворяется, что она недоступная, она делает вид, что она сильная, она делает вид, что она скромная. Она делает вид, что она все может. У современной женщины, мне кажется, скоро кнопка «любить» отключится. Вот она уже атрофируется, и скоро просто этого не станет. Понадобилось 40 лет, чтобы женщина утратила инстинкт будущей мамы и жены. Сейчас больше женщин хочет быть в статусе какой-то содержанки, или там другие слова, которые я не буду употреблять, да, то есть больше женщины беспокоятся сейчас о своем внешнем виде. То есть любовь, да, какие-то человеческие хорошие отношения заменяются просто на продажу себя как лучше, получается, как выгоднее. Просто вот куда вот дальше заведет вот эти вот накачанные губы, вот это какое-то вульгарное такое поведение. Красота женщины, хочу напомнить, конечно, и внешне, но в первую очередь красота женщины — это внутренние качества. Недостаточно просто накраситься и ждать к себе хорошего отношения, если ты не будешь это отношение хорошее показывать. И что не так с современными женщинами? Да то, что они даже в обществе себя не могут нормально вести. Могут разговаривать достаточно в такой вот королевской манере. Причем самое интересное, что мужчины в большей степени остались воспитанные. И что касается даже общественного места, когда мужчина, вот даже мне пишут комментарии, когда мужчина уступает место, да я и сама вижу в общественном транспорте, женщина даже не считает нужным вообще сказать спасибо. Тебе незнакомый человек
уступил место просто потому, что ты женского пола. Но тебе что, сложно произнести пару слов, пару букв, почему женщина считает, или когда мужчина открывает дверь женщине, вот просто вот такой вот великодушный жест. Ведь мужчина порой это делает, потому что он так воспитан. Но когда ты один, второй, третий, 10-й раз не получил даже спасибо в ответ, я очень понимаю мужчин, делать этого не хочется. И вот женщина вот такими вот поступками, 1, 2, или когда мужчина что-то делает для женщины, она берет, все это обесценивает. И вот, как в самом начале я сказала, да, происходит газлайтинг, когда женщина выставляет, я знаю категорию женщин, которые делились со мной и говорили, что вот мой мужчина ничего нормально сделать не может. Вот только когда я сделаю что-то, вот потом мы понимаем, вот какая она классная на самом деле, какая она умная, а мужчина у нее вообще никудышный какой. И вот современная женщина, да, вот как раз вот этот газлайтинг, абьюз, про который я говорила, она, может, сама этого не совсем там, может, до конца понимает, но происходит вот это вот давление, вот это постоянно, что мужчина все плохо делает, то есть он много работает плохо, он мало работает плохо, он, там, если говорить о семье, там, не сидит с ребенком плохо, сидит с ребенком плохо, ну и так далее, все, да, то есть все, что бы ни сделал мужчина, все просто плохо. Что происходит с нормальными женщинами из милых, заботливых, добрых, хранительниц домашнего очага? Женщины сейчас превращаются в мужеподобных, невоспитанных, грубых женщин, которые только все требуют. С другой стороны, знаете, вот хорошая фраза есть: в темные времена видно светлых людей. Вот так же и сейчас, вот в такие времена, когда большое количество женщин вот такие вот, очень хорошо сразу видно, как бриллиант сразу, да, такой светится, и видно сразу еще лучшее качество такой хорошей женщины. Но вот тоже вопрос, где, конечно, такую сейчас встретить, многие мужчины задают его. Современная женщина абсолютно не ставит ни во что мужчину, и поэтому сейчас и разводов столько, то есть никакого уважения не прислушивается. Современная женщина лучше пойдет на какой-то марафон, послушает какого-то астролога и так далее, да, какого-то коуча, чем просто наладит отношения или хотя бы услышит своего мужчину. Вот, не попытаться самой наладить отношения, в общем, какое-то бегство от того, что можно, в общем-то, исправить. Поэтому у нас сейчас и 100% разводов, уже раньше было 8, сейчас уже 100, и считается, что разводы проходят в первый год или после рождения первого ребенка. Вот такая статистика. Женщины проповедуют равенство, но при этом все равно хотят такого традиционного мужчину, хотят все привилегии получать от мужчины, чтобы он и заботился, и обеспечивал ее, и брал ответственность. Но при этом, да, вот она может творить все, что она хочет. Это вот мужчина должен оставаться таким, как она его видит. А то, что она должна оставаться, это ее не беспокоит. Навязывается то, что женщина от природы жертва, то, что пришло время стать сильной, независимой. Также современной женщине навязывается то, что женщина эгоистичной должна быть, то, что она должна подумать о себе наконец-таки. Раньше она не думала, не она, а женщины. Поэтому пришло время полюбить себя. Ну и карьера, конечно, у современной женщины, когда карьера превыше семьи, то есть семья — это уже как некий придаток такой, скажем так, если все получится с карьерой и со всем остальным, то уже там, может быть, и о семье подумает. Вообще сейчас вот такие вот извращенное такое вот растет общество, к сожалению, это не виновато само общество, а то, как все выстроено, и вот этот вот феминизм,
феминизм, который... Это не так, что женщина такая, я феминистка, и все, провозгласила себя. А он просто уже живет параллельно с женщинами, поэтому просто так общество уже выстроено, и женщины уже чувствуют свою власть, да, и над мужчинами тоже в каком-то смысле. И мужчинам-то тоже навязывается сейчас с помощью этого там, феминизма и с помощью вот этого извращенных разных понятий, что семья это скучно, хотя нигде не написано, что вы создадите семью и попадете там в парк развлечений, да, и постоянно будет полное веселье. Ну и как я ранее сказала, что вот эта кнопка «любить» у женщины может скоро атрофироваться. Вот это вот, ну я условно говорю кнопка, да, но вот это вот желание любить по-настоящему искренне, оно уже не часто в женщине встречается, а скоро вообще можно будет просто наблюдать и уединиться этого. Поэтому я считаю, что нужно, конечно, останавливать этот феминизм просто отвратительный, который просто стирает вообще понятие настоящий мужчина, настоящая женщина. Ну и как итог могу сказать, что называется, женщина сейчас зашла не в ту дверь, и поскорее надо оттуда выходить. Надо включать разум. Нужно, если нельзя изменить вокруг что-то, нужно изменить себя. Я всегда так считаю, поэтому нужно начать однозначно с себя. Женщина должна снова стать женственной, она снова должна начать уважать мужчину, она снова должна быть воспитанной, ну и дальше там, да, вот эта доброта, чтобы было больше искренности в женщине, ну и все положительные качества, которые свойственны, заботливость, которые свойственны были всегда женщине и, самое главное, русской женщине. Всем спасибо большое за просмотр и увидимся уже завтра. До новых встреч. Пока.